Слитое видео с малолетней девочкой, минирование дома, угроза убийства, личные данные, которые выложили в открытый доступ. Кто стоит за всем этим? Кому это могло понадобиться? В этом видео вы получите все ответы от человека, который максимально приближен к Виталию Цалю, в интернете известному как Папич. Evil Artist. Начнем с того, кто я такой и как связан с Виталием. Я был одним из тех, кто прокладывал ему путь к успеху и известности с 2015 года. Мне постоянно приходилось заниматься грязной работой, которая не освещалась. Тем не менее, она позволяла Виталию делать контент и радовать своих зрителей. О специфике работы расскажу дальше, но вы должны понимать, что именно мои старания сделали его тем, кем он есть. Если вы думаете, что Виталий тот, кем он старается показаться на стриме, если вы думаете, что все это не заготовленный сценарий, которому он скрупулезно следует, чтобы продолжать зарабатывать и выплачивать алименты своему 4-летнему сыну, то сейчас я поведаю, что сделал я для этого человека, и вам все станет ясно. Начнем со стримов. Вы могли заметить, что в его играх, в доте, ему постоянно попадались неадекватно слабые союзники, которые руинили... Боже сын, блядь, ну помогите мне! Ну помогите мне, ну почему тут нету помощи, сука! Фидели. Я не знаю, как выиграть доту. Я их бесконечно тащил. Совершали абсолютно нелогичные действия и тому подобное. Так вот, именно я, втайне от него, в доме, в котором он живет на цокольном этаже, собирал команды из как минимум 15 человек. И стоя между ними, снайпил его и руинил ему игры. Не покладая рук, раздавал указания стопить его, мешать ему фармить, бросать ледышки под лансером, хукать его из замеса и отчаянно фидить соперников. Результат вы сами могли наблюдать. В такие моменты Виталий не только показывал свой максимум, а еще и дарил зрителям неподдельные эмоции. Собрав достаточно материала, я связался с неизвестным тогда блогером Серега Пират, отправил ему исходники и сценарий, дал указание сделать ролик, чтобы в кратчайшие сроки Витя смог получить аудиторию. Дальше процесс встал. Он продолжил играть в доту, и насколько бы плохих и отъявленных имбецилов я не находил, он все равно продолжал побеждать. Тогда-то я и смекнул, что рано или поздно дота всем надоест, и пришлось искать новый путь развития контента. В течение 3 месяцев я, не жалея сил, оставлял картинки с принцессой Коей по всей Виннице, а также связался с мэром и выкупил рекламу казино на билбордах. Результат не заставил себя долго ждать. Виталий начал лудоманить, играть в казино и нещадно сливать свои деньги. Пришлось подключать местного дурачка с 9 квартирами в Киеве, чтобы идиоту было проще запомнить. Я дал ему позывной ТТР. Придурок начал забрасывать его деньгами, продал квартиры, сделал свое казино и выкручивал Виталию все, что только можно, чтобы он поднимал деньги. Также пришлось потрудиться и над трансляциями турниров. Через знакомых получил должность одного из глав киберспорта в Украине. Сходу родился план – донатить Виталию, чтобы он смотрел турниры по доте. Дабы исключить конкуренцию, начал брать на роли комментаторов и аналитиков самых пробитых балбесов, которые и 2 слов связать не могут. Ходил по клубам робототехники, магазинам сельпо, птичьим рынкам и набирал работников. Состав получился что надо. У Виталия не было конкуренции, даже при огромных деньгах, что давали компании и студиям. Стримы Вити собирали столько же. Это был успех. Виталий становился одним из самых популярных стримеров на Твиче. Неожиданно для меня поток эмиграции в Винницу начал бить рекорды. Люди со всех уголков СНГ начали тянуться в небольшой украинский городок, чтобы лицезреть своего кумира. Нельзя было допустить, чтобы Виталий в порыве животной ярости убил одного из своих фанатов. Контент должен был оставаться чистым. Он должен был знать о своей популярности чисто номинально. Я собрал группу Ультрас, начал дежурить в 2 смены возле его дома. Отлавливал всех, кто так или иначе был похож на ущербного фаната с камерой. Чаще всего их отличало желание сжать каждому встречному руки. От 7 до 43 тысяч человек мы принимали каждый день. Трудились все в поте лица, но некоторым все же получалось добираться до Вити. К счастью, сам он оставался неприступен и воспринимал их, как я и задумал, стандартными дурачками без личной жизни. Ну и конечно же, своим главным достижением я считал вклад в развитие. А если говорить точнее, деградацию игры Dota 2. Для того, чтобы Виталий давал зрителям эмоции и интерес к игре оставался,
мною было принято решение отправиться в Соединенные Штаты Америки. Не без трудностей. Я нашел человека, задроченного очкарика под ником IceFrog, выследил его, узнал, кем являются его родственники. Дальше стандартная процедура. Мама, папа, фургон с мороженым, подвал, паяльник, видеозвонок, и вот парень у меня в кармане. На протяжении долгих лет шантажа я заставлял его делать все более и более убогие патчи. Признаться, так вошел во вкус, что начал откровенно рофлить. Давать +1 инты убитым в говно героям, резал легионку до состояния хуже крипа, обоссал Рубика. Потом был патч 7.0. По моим подсчетам, именно на нем Виталий и стал топ-1 мира. Пройдя все испытания, побеждая абсолютно нереальные игры, именно 7.0 должен был стать апогеем. Но ход событий удивил, Виталий начал завязывать с дотой. Что же было дальше? Это вы узнаете в следующем ролике, который выйдет при достижении этим роликом 3 722 573 лайка. Вот.